Часто в своих комментариях вы просите меня снять видео про то или иное растение. К сожалению, не всегда это возможно. Почему? Ну, потому что у меня просто этого растения нет в наличии. Но сегодня другой вариант. Моя подписчица, ее зовут Ирина, попросила рассказать подробно про вот это растение. Она спросила, что это? Как вы добились того, что оно вот так интересно выглядит? Ну, давайте об этом поподробнее расскажем. Тут действительно есть что рассказать и есть что показать. Это можжевельник. Сразу хочу сказать, какой вид можжевельника, какой сорт можжевельника я не знаю. Это не я его сажал, здесь этому растению много-много лет. Я всего лишь его здесь наблюдаю. Ну и потихоньку немножко за ним ухаживаю. Но за всю свою практику работы с растениями я никогда не видел можжевельников вот такой формы. В форме зонтика или в форме гриба, если хотите. Как этого удалось достичь? Об этом стоит рассказать. Для этого я сейчас возьму другую камеру и зайду под крону этого растения. И тогда все сразу станет понятно. Ну вот, я внутри, под кроной этого можжевельника. И что мы тут видим? Рос себе рос можжевельник, никого не трогал. Но в какой-то момент, по какой-то причине, вместо одной центральной ветки, одного центрального побега, возможно, она отломалась, стало расти несколько побегов. Раз, два, три, 4 я их, по-моему, тут вижу. 4 побега конкурента, которые росли себе вверх. Но под действием природных факторов каких-то, скорее всего, тяжелого снега, который на них начал падать, они откривились в сторону, и ствол расщепился. Вот здесь вот посередине видно, что ствол разломлен. И эти ветки, опять же, наверное, под действием снега, под действием тяжести самой хвои, начали расти не вверх, а стали продолжать расти в стороны. Немножко вверх, а потом вниз. Идет небольшой такой подъем, вот он, а потом не спадает это все. И вот тоже ветка идет сначала наверх, а потом немножко не спадает. Вот и получилась такая зонтичная крона. Крона очень интересная и очень необычная для можжевельников. Какой мы из этого можем сделать вывод? А вывод простой. Мы, в принципе, своими руками можем попытаться сделать такую крону, научившись у природы. Нет, я не предлагаю вам разламывать свои можжевельники, чтобы ветки росли в стороны. Их можно просто отогнуть аккуратно и зафиксировать в таком положении. Итак, вот растет у вас колонновидный какой-то можжевельник, растет правильно в одну ветку, в один побег центральный. Достигнув определенной высоты, ну скажем 2 метра, да, чтобы вам комфортно было под ним в полный рост. Плюс-минус 2 метра, тут каждый выбирает сам себе эту высоту. И вот когда это растение достигло этих условных 2 метров, вы прищипываете ему вот этот самый центральный побег. В результате начинают отрастать боковые побеги, просыпаются почки, начинают отрастать боковые побеги. Появляется 2, 3, 4, несколько побегов конкурентов, которые тоже будут расти вверх. И вот когда они у вас образуются на нужной вам высоте, вы их аккуратно отгибаете и фиксируете. Фиксируете в положении не горизонтальном. Горизонтальные побеги не растут фактически. Немножко приподнятом, ну 60 градусов, наверное, так оптимальный угол. Вот у вас центральный идет, вот 60 градусов. Вот примерно в таком положении вы их фиксируете. Они у вас начинают расти, но расти они будут в сторону. Точно так же надо будет их периодически стричь, обрезать им кончики, чтобы они начали ветвиться, чтобы они и росли, и при этом образовывались множество боковых побегов. Вот так примерно я вижу, как можно создать вот такую интересную крону у обычного колонновидного можжевельника. Повторюсь еще раз, я никогда вот такой кроны у можжевельников в естественных условиях не видел. Наверное, не бывает таких. Если знаете, что бывают, напишите сорт, напишите вид. Я с удовольствием ознакомлюсь с этой информацией. Я думаю, что можно своими руками создать вот такой шедевр, назову это так. Но тут есть определенные и сложности. Сложность первая, тот же самый снег, который вроде как создал эту форму, но он ее может и погубить. Потому что большое количество снега, падая на большое количество хвои, вот такой горизонтальной, естественно, создает огромное давление на эти ветки, и они могут просто опять же сломаться полностью. Что, собственно, и произошло. Вот там есть ветка пониже, которая тоже надломилась. Под нее поставили опору специальную. И хотя разлом довольно большой, тем не менее она жива уже на протяжении многих лет. Вот это надо учитывать.
Каким образом уберечь от большого количества снега, ну, честно скажу, не знаю. Стряхивать, конечно, хорошо, но он может выпасть и ночью, вы же не пойдете ночью его стряхивать. Возможно, придется ставить первое время какие-то подпорки. Потом ветки, может, окрепнут и уже будут не так подвержены изломам и держать вот это большое количество снега. Второй момент – это мусор. Ну, здесь фактически лес вокруг, и осенью очень много опавшей листвы, которую здесь носит фактически по всему участку. Мы ее собираем, специально сдуваем ветродуйками, метлами, но вот здесь на хвое ее скапливается огромное количество, поэтому вот сейчас где-то в конце зимы, в начале весны аккуратненько берем веерные грабли или опять же метелку, какую-то щетку и вот эту хвою немножко прочищаем. Это делать нужно, ну, чтобы просто она там не загнивала и чтобы вообще декоративный вид был. Ну и третий момент связан с тем, что все равно у вас будут расти вертикальные побеги. Вот, надеюсь, вам видно, торчит один вертикальный побег. Вот его обязательно нужно убирать. Потому что, ну, растение все равно стремится вверх. Все равно просыпается почка и побег начинает расти вверх. Вот его нужно срезать, для того, чтобы как раз больше росло в стороны. Но ни в коем случае не вверх. Это поддерживаем вот эту вот такую зонтиковидную форму. Хотя сделать здесь это очень сложно. Здесь крутой очень склон и не везде можно достать. Поэтому форма, скажем так, немножко неряшливая. Ну ничего, какая есть, такая есть. И за это спасибо. Что в заключении хотелось бы сказать? Вот если бы такой можжевельник рос бы где-то на ровной поверхности, на ровном участке, как классно было бы под ним поставить лавочку и жарким летним днем отдыхать в тени, в густой тени вот этой хвои. Отдыхать от жары и еще и вдыхать вот этот вот целебный аромат можжевеловой хвои. Ну вот, у меня на сегодня все. Надеюсь, я ответил на вопрос, что это за растение и как я вижу, как бы такое растение можно было создать у себя на участке. Конечно, для того, чтобы его создать, понадобятся годы, понадобятся десятилетия. Но оно того стоит. Всего доброго. Увидимся.